Всем привет, меня зовут Гузи, и в этом видео я хочу с вами поделиться моей историей, как я поступила в Австрию сама, без посредников и компаний по поступлению. Также хочу поделиться с вами актуальной и необходимой информацией про поступление в Австрию. И давайте начинать. Почему именно Австрия? Давайте сперва поговорим про преимущества. И самая первая причина – это простота поступления. Перед тем, как поступать, я выбирала между Германией и Австрией. Если в Германию при поступлении уже нужно было иметь хороший уровень английского, либо немецкого языка на уровне C1, то в Австрию для поступления от вас никто не требует сразу сертификата на C1. Все, что от вас требуется, это знание немецкого языка на уровне А2. Тут важно понять, что при поступлении вам нужен уровень немецкого языка А2, но потом вы приезжаете в Австрию и должны доучить язык на уровень C1, который необходим для обучения в вузах, то есть на бакалавриате либо на магистратуре. Про это я расскажу пошагово и детальнее на своем примере чуть попозже. Следующие преимущества – это подача документов осуществляется 2 раза в год. То есть вы можете подаваться в Австрию 2 раза в год, как и весной, так и осенью. Если у нас в СНГ учеба начинается 1 сентября только 1 раз в год, то в Австрии вы сможете податься на зимний семестр, либо на летний семестр, то есть 2 раза в год. Это на самом деле очень удобно. И следующее преимущество – то, что у них нет ограничений по возрасту для поступления в австрийские вузы. Для многих людей поступление в австрийские вузы дает возможность получить топовое европейское образование, будь вам 18 лет, либо 50 лет. И к этому я бы хотела еще добавить то, что если вы женаты либо замужем, то при поступлении в австрийские вузы вы также можете привезти с собой супруга и детей по визе. Про это вы можете посмотреть дополнительную информацию в интернете, потому что про это я мало знаю, но знаю, что такое есть. И следующий не менее важный пункт – это то, что Австрия является одной из безопасных стран мира. И следующий пункт – это путешествия. Поскольку Австрия находится в самом сердце Европы, то отсюда очень легко и бюджетно путешествовать по всей Европе, по шенгенским зонам и также по всему миру. И также студенческая ВНЖ Австрии дает возможность путешествовать по всей шенгенской зоне. Это очень-очень круто. И следующее – это стоимость обучения в Австрии. Во всех государственных вузах Австрии стоимость обучения в семестр составляет 750 евро. Это за полгода. Получается, за 1 год вы оплачиваете 1500 евро. И эта сумма никак не влияет на то, что вы выбираете по профессии. Будь это медицина, будь вы будете изучать IT, архитектура, инженерия, бизнес и так далее. То есть во всех направлениях стоимость одна и та же – 750 евро в семестр. Это тоже очень-очень классно. И давайте расскажу уже пошагово, по порядку, как же я поступала в Австрию, без посредников, без компании. Так вот, дело было в январе этого года. И, как я уже ранее говорила, что я выбирала между Германией и Австрией. И тут первый пункт по поступлению – это выбор страны, куда вы хотите поступить. Тут уже выбор индивидуален. В моем случае, как я уже говорила, я выбирала между Германией и Австрией. Почему? Потому что я хотела учить немецкий язык, поэтому логически, конечно же, я выбирала немецкоязычные страны. И тут совет от меня – начинайте подготовку намного раньше, насколько это возможно. Я начинала подготовку в январе, и мне уже нужно было быть в августе в Австрии, получается, где-то за 7-8 месяцев раньше я начала подготовку. Но этого даже на самом деле мало, потому что я знаю кейсы, которые ждут, например, ВНЖ, либо пригласительные от университета по 3-6 месяцев. Мне все пришло очень быстро. Это не у всех так, поэтому кто-то ждет очень долго, кто-то очень быстро получает. Это все очень индивидуально, поэтому начинайте подготовку намного раньше, насколько это возможно, за 1,5 года, за 1 год как минимум. Так, страну мы выбрали, это Австрия. И следующее, что вам нужно выбрать, это город и профессия. Например, вы выбираете IT. И в интернете смотрите, в каких вузах и в каких городах есть IT. И читаете все критерии и выбираете тот, который вам подходит. И я поступила в Венский главный университет на профессию Business Administration в городе Вена. Почему туда? Потому что это единственное место, которое получал документы онлайн, а не офлайн. То есть многие другие университеты просили, чтобы мы отправляли по почте документы. И мне было это неудобно, и по времени я бы тоже, наверное, чуть-чуть не успевала, так сказать, поэтому я выбрала Венский главный университет. И следующий такой мини-совет от меня: если вы собираетесь, планируете поступать без компании сами, то вы должны быть намного организованнее, то есть спланировать в плане
до какого числа вам нужно сдать документы, до какого числа вам нужно собрать документы, ВНЖ, когда нужно сдавать, визу, когда нужно делать и так далее, потому что тут очень-очень важно знать все дедлайны, чтобы и не стрессануть, и чтобы все знать по порядку, что вам нужно делать. Какие документы нужны для поступления в вуз? Давайте я вам зачитаю на бакалавриат. Первый – это загранпаспорт. Второй – это аттестат за 11 классов. Тут очень классный факт, то что оценки в аттестате не играют роли вообще. Даже если вы круглый троечник, это вообще не играет роли. Следующее, и если у вас есть диплом колледжа, то его тоже можно сдать. И обязательно потом выписка с оценками и со школы, и если вы сдаете еще диплом, то из диплома. Дальше, сертификат на знание немецкого языка на уровень А2. Если вы поступаете на английское направление, на английскую программу, то тут уже требует IELTS от 6 и выше. И если вы учились один курс бакалавра в вашей стране или другой стране, можно тоже сдать его и транскрипт с оценками из университета за пройденное количество курсов и семестров. Все документы, конечно же, нужно перевести на немецкий либо на английский язык, легализовать и нотариально заверить. Так вот, в этом этапе вы собираете эти документы, и до подачи документов в ВУЗ вы должны получить сертификат на знание немецкого языка на уровне А2, если вы подаетесь на немецкую программу. Если вы подаетесь на английскую программу, конечно же, вам нужно иметь IELTS от 6 и выше. Эту часть планируйте от А до Я. Где и как вы будете изучать немецкий язык, за какой период вы сможете достичь А2, и где вы будете сдавать экзамен, и когда будете сдавать экзамен, чтобы получить сертификат А2 уже на момент, когда вы должны подать все документы в ВУЗ. Я уже ранее говорила, что я подавалась на Венский главный университет на зимний семестр 2025 год. Подача документов открывалась где-то в середине марта. Я сразу тогда же подалась и получила приглашение от университета за неделю. И, кстати, еще есть одно классное преимущество. Например, вы получили приглашение от государственного вуза Австрии, от любого государственного. И это приглашение действует на 2 семестра. То есть, например, я получила свое приглашение в марте. С этим приглашением я могу приехать на учебу на этот зимний семестр, либо на летний следующий семестр, который начинается в марте. То есть на 2 семестра действует. И что дальше? Вы получили свое приглашение, и вот в этом приглашении вам прописывают несколько предметов. Каких предметов? Это немецкий в ФВУ. Кому-то прописывают английский, кому-то биологию, либо географию, либо математику. Это все зависит от того, какое направление вы выбрали. Например, если вы выбрали бизнес, то обычно прописывают немецкий, английский и математику. Если вы выбрали медицину, то прописывают немецкий, английский и... Математика я сказала? Ой, что я сказала только что? Если вы выбрали медицину, то вам прописывают немецкий, английский и биологию и так далее. Это все зависит от вашего направления. И тут может возникнуть вопрос, что такое ФВУ и зачем приписывают предметы. Если вы получили приглашение, то это значит, что вуз будет сохранять ваше место, пока вы не сдадите эти предметы. То есть ФВУ, простыми словами, это как языковые курсы, либо как подготовительные курсы, где вы доучиваете немецкий язык до уровня C1, который необходим для обучения в ВУЗе, и также предметы по вашей профессии. Для чего они приписываются? Для того, чтобы заполнить пробел, так сказать, потому что в Австрии и в Европе обучение в школе 12-13 лет, а у нас в СНГ только 11 лет. И чтобы заполнить этот пробел, 12-13 год, нам приписывают предметы по нашей профессии, так сказать, дополнительное образование, дополнительные знания, чтобы мы были готовы к обучению уже в самом ВУЗе. Я надеюсь, я понятно вам объяснила. Если будут какие-то вопросы, то обязательно пишите. Обучение ФВУ срок дается обычно 4 семестра, это 2 года. Вам не обязательно целых 2 года учиться, если вы не хотите, и вы можете сдать на C1 немецкий язык и остальные предметы закрыть намного раньше и начать непосредственно свое обучение уже в ВУЗе. Некоторые люди сдают за 6 месяцев, некоторые за 1 год, некоторые учатся все 2 года, поэтому это тоже индивидуально. Что же мне приписали? Мне приписали только немецкий язык, и такое тоже бывает. А почему
Почему мне не прописали другие предметы? Потому что я заканчивала бакалавриат уже в Корее. Не обязательно учиться где-то за границей. Если вы уже учились в колледже, либо в университете в своей стране, то при подаче документов в ВУЗ вы можете приложить свой аттестат с университета либо с колледжа, то, скорее всего, вам не будут приписывать какие-то другие предметы, скорее всего, только немецкий, как мне. И я не помню, говорила или нет, то, что я подавалась на Business Administration, на второй бакалавриат. Почему я не пошла на магистратуру? Потому что в Европе такая система, если ты хочешь на магистратуру, то ты должна будешь продолжать свое образование, которое ты получала на бакалавриате. То есть я училась на переводчика, то есть я должна была это продолжить в магистратуре. А я не хотела. Я хотела на бизнес, поэтому мне пришлось поступать на второй бакалавриат. И следующий вопрос, который может возникнуть, это сколько же стоит ФВУ? ФВУ по-другому еще называют подготовительные курсы, либо подготовительное отделение. И сколько же они стоят? Вот эту часть слушайте внимательнее, потому что я до приезда в Австрию эту часть поняла неправильно, и по приезду получилось такое ожидание и реальность, и чтобы у вас такого не было, поэтому слушайте внимательно. В Вене есть 4 подготовительных отделения. Это ФВУ, Sprachenzentrum, Die Berate и ZIP Training. И чем же они отличаются? ФВУ – это такое главное подготовительное отделение. Там обучение стоит в семестр около 700 евро. То есть в год получается 1400 евро. Остальные 3 подготовительных отделения, они являются партнерами ФВУ. Там обучение стоит 3 раза дороже – 1840 евро. И давайте разберем, кто же может учиться в ФВУ и кто же может учиться у партнеров. Кто же может учиться в ФВУ? Те студенты, у кого в приглашении с вуза указано 2 и более предметов, то есть немецкий и английский, либо там какой-то третий предмет. Следующие – это те студенты, которые хорошо написали распределительный тест на уровень B2. Что такое распределительный тест? По приезду в Австрию и до начала учебы вы сдаете тест на знание немецкого языка. Это просто тест, это не экзамен. Это просто тест, который определяет ваш уровень языка. Его никто никогда не заваливает, поэтому не волнуйтесь. Если вы плохо напишете этот тест, даже если вы ничего не поймете, ничего страшного. Вы просто пойдете на тот уровень, который начальный, А2. Вот эти студенты идут в ФВУ. А в остальных случаях, то есть, если вам прописали только один предмет, как мне, например, немецкий, то вы идете автоматически к партнерам. Либо у тех, у кого есть предметы, например, как немецкий, английский и другие предметы, но вы написали плохо распределительный тест на меньше, чем B2, вы автоматически идете к партнерам, где вы подтягиваете свой язык и сдаете экзамен ЕПД и подтверждаете свой язык на уровень B1, B2. Только потом уже переводитесь в ФВУ, где вы должны закрыть ваши другие предметы. Вот так это вот работает. Я надеюсь, я правильно объяснила. Но у тех, у кого только один предмет, как у меня, я не смогу в ФВУ учиться, поэтому, к сожалению, мне приходится платить за семестр 1840 евро, пока я не сдам этот немецкий язык на уровень C1. И еще один такой совет от меня. Если не хотите платить очень много денег партнерам, хотите попасть в ФВУ, то после получения А2 сертификата не останавливайтесь учить немецкий язык. Учите язык очень усердно до приезда в Австрию, чтобы сдать этот распределительный тест очень-очень хорошо и попасть в ФВУ. Тем самым вы будете платить 700 евро в семестр вместо 1840. В моем случае я сдала распределительный тест на уровень А2 и попала в Берате. И буду платить за семестр 1840 евро. Но даже если я бы хорошо написала этот распределительный тест на уровень B2, я бы не попала в ФВУ. Почему? Как я уже говорила, что у меня прописан только немецкий язык. Чтобы попасть в ФВУ, еще нужно иметь другие предметы, чтобы вам приписали. К сожалению, этого я не знала. Если бы я знала, я бы не дала им свой диплом, я бы просто поступила с аттестатом со школы. Так тоже можно делать. Лайфхак. Так вот, теперь у вас есть уже приглашение на руках. Дальше нужно оформлять ВНЖ. Если вы собираетесь учиться в Австрии больше, чем семестр, то по правилам вам нужно оформлять ВНЖ. Что такое ВНЖ? Это вид на жительство. Его оформляют в посольство Австрии в вашей стране. Так как я из Казахстана, я оформляла в Астане посольстве Австрии. Это самый долгий и самый муторный процесс, даже чем поступление. Честно.
Оно очень требует много энергии и очень много времени, поэтому я уже не раз говорила, чтобы вы начали подготовку намного раньше, насколько это возможно. Сейчас расскажу почему. Сперва вам нужно бронировать место, поход в посольство, чтобы подать ваши документы. Это на самом деле не так легко, как кажется. Вы должны зайти на сайт посольства Австрии, забронировать дату, получается. Иногда бывают места через месяц, через 2, а то и через 3. Вот почему нужно заранее готовиться, потому что есть некоторые такие моменты, которые вы никак не можете контролировать, к сожалению. Так вот, вы забронировали дату. Что дальше? Дальше вам нужно уже собирать пакет документов, которые есть на сайте уже в посольство Австрии. Вот что я собирала. Я про это рассказала в актуальном в Инстаграме, так что можете посмотреть, потому что не буду здесь очень много говорить. Хочу сразу сказать то, что некоторые документы оформляются днями, неделями, поэтому это тоже очень много времени требует. И я получила свое ВНЖ за 1,5 месяца после уже подачи документов. А даже некоторым высылают имейл только даже через полгода. Это капец. Мне дали, к счастью, за 1,5 месяца. И вам просто высылают имейл с одобрением, то, что вам одобрили ВНЖ. А саму вот эту вот карточку удостоверения ВНЖ вы получаете при въезде в Австрию. Я еще пока не получила, хотя я уже как 3 недели тут, потому что тут свои есть кое-какие моменты, которые нужно оформить, сделать, страховку и так далее, только потом уже можно забирать свою карточку. Ну, про это уже, наверное, в других видео. Поздравляю, на этом этапе вы получили имейл одобрения на ВНЖ. И в этом письме будет сказано, что вы должны дальше оформить визу D, которая вам позволяет въехать в страну. Виза D оформляется очень легко, и она делается до 2 недель. Мне сделали визу за 2 дня. Ну все, дальше вы уже собираете чемодан и приезжаете в Австрию. Также по приезду, конечно же, есть моменты, которые тоже нужно знать. Например, обязательно посмотрите, когда у вас будет распределительный тест, потому что вам нужно приехать намного раньше и быть уже в Австрии, когда будет этот тест. Вот поэтому я прилетела в Австрию в августе, хотя учеба официально начинается только в конце сентября, то есть в начале октября примерно. И следующее, также по приезду в Австрию и уже после заселения вам нужно зарегистрировать свой адрес, то есть место жительства в течение 3 дней рабочих, иначе будет штраф. И вот такие вот есть какие-то моменты, которые обязательно нужно знать, но про это я уже расскажу в других видео. И если у вас будут какие-то вопросы, то обязательно спрашивайте в комментариях, я постараюсь всем ответить. И надеюсь, это видео было информативным. И всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.